запишу какие-то моменты распаковки, но я постараюсь быть аккуратнее. Вообще, я не очень люблю снимать такие видео, потому что это очень неудобно и шумно. Но сама смотреть я такое люблю. На всякие распаковки с Алиэкспресса или с подобных милых сайтов. Вообще у них на сайте реально очень много милой одежды, аксессуаров и обуви. И париков много. Кстати, в этой посылке парики не для косплея, а такие больше для образов, для фотографий. Они, скажем так, обычно качественнее, чем косплейные, потому что они сделаны из более матового волокна. Соответственно, из-за этого они выглядят натуральнее, из-за того, что они не блестят. А вот этот, например, поблескивает. Хотя этот на самом деле еще не слишком сильно. И у меня уже проблемы с этой посылкой. Кстати, так как я сейчас снимаю не ролевую, я микрофон поставила ближе. Соответственно, шепот тише и ближе. И мне так больше нравится. Но многие люди жалуются, что если в кадре торчит микрофон, то это им мешает погрузиться, скажем так, в ролевую, расслабиться. Но тогда мы теряем близкий шепот. Конечно, эту проблему можно решить хорошими микрофонами, но это дорого. Это во-первых. А во-вторых, я забыла, что хотела сказать. Только что было очень шумно, потому что я разгибала края коробки. Вообще я немножко переживаю, что парики все помялись из-за того, что они так плотно набиты в этой коробке. Но для меня это ничего страшного, я могу их выпрямить. А вот первое, что я достаю, это футболка как раз. Вот все опять же в милых пакетах, именных бокс, йо-бокс. Мне очень нравится, когда все в таких пакетах, удобно хранить. Так, футболка, ну я такая молодец, конечно, опять черный фон поставила, но у меня другого нету. Ну зеленый, зеленый, мне кажется, еще страннее было бы. В общем, вот такая футболка. Тут вышивка в виде цветов сакуры, я подозреваю, и написано блоссом, цветение. Тут на рукавах вот такая вышивка и люверцы, ну отверстие. На втором рукаве нет, тут вышивка немного другая. На спине ничего нету, это черная футболка. Она, кстати, немножко укороченная, но не кроп-топ. Мне нравится. Не надо заправлять. И она широкая. Я, кстати, не помню, какой размер заказа, по-моему, самый большой. Ну, потому что я хотела, чтобы оно оверсайз смотрелось. Сейчас покажу поближе вышивку. Я решила взять именно эту футболку, потому что у нее не принт, который может отвалиться, а именно вышивка объемная по всей футболке. И вот такие вот люверсы. И по идее в эти люверсы просовывается. Вот здесь в пакете еще лежит вот такие шнурки. Я сейчас их не буду, пожалуй, продевать, потому что это слишком много времени займет. Следующий парик. Ну как, первый парик. Это такой блонд. Сейчас, наверное, будет шумно. Тут, кстати, я заметила, вот у всех париков есть картонная подложка, и она плотная, из-за чего, как видите, сам пакет с париком не помялся, и в коробке они все лежат ровно, вроде бы ничего не помялось.
немножко, чтобы макушка не сильно мялась. Я их сейчас только что достала, поэтому они, конечно, могут быть наэлектризованы, немножко запутанные. Вот это получается первый парик. Это такой нежный блонд с нежно-розовыми концами. И тут переход очень плавный, именно само волокно окрашено. И на челке, кстати, тоже градиент есть, поэтому мне понравился этот парик. И вот тут есть такой еще пробор. Ну, кстати, волокно у него вообще не блестит вживую. На камере немножко, ну, потому что тут освещение. А так он вообще не блестит, особенно для светлого парика. Потому что светлые парики часто имеют свойство блестеть, чем темные. Вот шапочка тут хорошая, кружевная, тянущаяся. Кстати, по-моему, большого размера. Ну, в смысле нормального. А то бывает иногда шапочки очень маленькие, а у меня голова большая, и мне неудобно. И тут вот такая вот прямая челка. А вот и первый парик на мне. Если он немного выглядит лохматым, то это я сама его разлохматила, пока надевала. Сразу хочу сказать, что мне не очень идет такие прически, такие парики. Ну, потому что у меня форма головы и лица такая, что мне не идут такие прически. Но при этом на всех других девочках вообще супер классно выглядят такие парики. Прям реально все такие сразу красавицы, куколки. А я странно выгляжу. Ну, особенность такая. Вот, поэтому я люблю больше косплейные парики лично для себя. Ну, или, по крайней мере, персонажей не с такими лолитными прическами. Но в целом парик мне очень нравится. Выглядит супер мило. И вот что мне нравится, именно градиент на челке. Потому что у многих других париков обычно весь верх одного цвета и низ другого цвета. А тут еще и градиент на челке. По густоте, кстати, он хороший. А из-за того, что он волнистый, он еще как бы гуще выглядит. Потому что у меня сейчас тут спереди не вся часть волос, у меня еще сзади много волос. Челка здесь прямая. В принципе, можно ее даже не стричь. Вот, ну вы, конечно, можете постричь ее выше бровей, но мне такие челки тоже не идут. Итак, следующий парик. О, я, кстати, сняла перчатки, потому что я думала, с ними наоборот будет удобнее, но от них парики еще сильнее электризовались. Вот такой парик. Тоже, опять же, все хорошо запаковано, ничего нигде не помято. Мне, кстати, вот эти пакеты для париков какие-то прям очень плотные, но это наоборот хорошо. Тут опять уже шапочка. Вот у меня этих шапочек уже миллион. Хоть каждому подписчику бесплатно отправляю эту шапочку для волос. Но это как-то странно. Каждому подписчику по шапочке для волос. Потому что эти шапочки для волос присылают каждому парику. А париков у меня уже много. Поэтому я, честно говоря, уже думаю не соглашаться, если вдруг будут предлагать такое предложение. Ну вот как сейчас. Хотя это, конечно, прикольно получать парики. Вот такой красивый парик. Блин, он красивее, чем я думала. По-моему, мне казалось, он вообще по-другому выглядит. У него вот такой синий-зеленый оттенок. На камере, ну да, в принципе. Вот, а концы вот такие зеленые. Но тут, кстати, это не градиент, это именно зеленые волокна, а сверху синий. Он уже такой более, ну, прямая. У него длина, кстати, он, по-моему, длиннее. Да, он где-то, наверное, сантиметров 60-50. Но у меня глазомер плохой, если что. Тут опять такой же пробор и прямая челка. В принципе, по густоте, кстати, да, хороший, как и этот, я думаю. Волокно тоже качественное, не блестит. И тут опять же шапочка тоже. А нет, тут шапочка уже другого вида, вот. Но она тоже хорошая, очень и тянется. Тут еще, не знаю, видно вам будет или нет. О, классно. Тут по всему периметру шапочки есть вот такие вот, не знаю, видно, нет.
прическа вот как у блонд парика, но у них у всех плюс-минус обычно одинаковые прически. Это либо вот прямые волосы, как на этом синем, либо волнистые. Мне, если честно, больше нравятся прямые, потому что, ну, сами видели, волнистые выглядят на мне как-то странно. По крайней мере, мне так кажется. А на других вообще шикарно. Так. Вот такой рыжий парик. Он, кстати, да, он длиннее, чем блонд парик. Кудри у него немножко не такие, как у блонда. У блонда, по-моему, прям кукольные локоны, а тут такие, как от косички, наверное. Я не знаю, как называется кудри, потому что я их не ношу. Тут опять же вот такой пробор, челка, волокно. Ой, у этого парика как будто поглаже, поприятнее, как будто бы по густоте. Хорошая, чуть меньше, чем, по-моему, синего. Шапка тут уже вот такая кружевная. Кстати, выглядит маленько немножко. Я, кстати, именно поэтому не очень люблю вот такие парики для образов, потому что мне они маленькие, а вот косплейные мне как раз, хотя тоже не все. Тут, кстати, тоже оттенок не чисто рыжий, тут такие примесь светлых и темно-рыжих волос. Сейчас попробую показать. Вот, по-моему, кстати, видно на камере, что тут именно светлые и темные волосы. Ой, так не хочу, потому что мне не идет рыжий. Ну, надо. Вот знаете, все девушки в подобных рыжих париках выглядят как прекрасные нимфы или эльфийки с рыжими волосами. Я же больше похожа на Наташу Букину или на рыжую из Тату. Вот, как-то так. Но сам парик очень классный. Просто опять же не забывайте, у меня просто форма головы и лица такая, что мне большинство этих париков не очень идут. Вот. А на всех других они выглядят реально классно. Может быть, надо было заказать такой в другом цвете. Ну, я хотела попробовать рыжий. Рыжий, кстати, оттенок у него классный. Следующий парик. Это черно-розовый парик. Конечно, очень да, классно показывать черный парик на черном фоне. Но я думаю, все равно будет видно. Все эти парики, кстати, идут в сеточках, чтобы они не путались. Вы можете их оставлять, я обычно их выкидываю. Как будто бы парик не прямо черный, а он как будто черный, но с легким коричневым оттенком. Не знаю, видно вам или нет, по-моему, нет, не видно. И тут вот нежно-розовый такой, ну, как это назвать, скрытое окрашивание типа. Так, по густоте он очень даже хорошо. И вот мне реально нравится, что тут такой черный, немножко с коричневым подтоном. Выглядит как типа натуральный черный. Вроде бы даже видно на камере. Так, шапочка здесь. Здесь, кстати, шапочка такая же, как у синего парика. Качественная, вот со всеми этими заколками для висков. Но боюсь, что она мне будет маленькая, раз она похожа на голубой парик. По длине он такой же, как и остальные парики. Достаточно длинный, прямой. Челка опять такая же. Примеряем. Я, конечно, очень умная. Опять же, показывать черный парик на черном фоне. Но он мне очень нравится. Волокно
черный парик, опять же с градиентом плавным, и градиент на челке, да, классно. Вот именно вот эта вот серо-черная челка, вот из-за этого я чисто взяла. Опять же были сплиты, но я такая, сплит это, конечно, круто, но опять же волокно супер качественно не блестит. Я думаю, вам видно. По густоте хорошая, слегка волнистый, но не кудрявый. Челка опять же такая же прямая, длинная. Тут проборчик, сам цвет. Кстати, опять же тут из двух цветов, более светлых и темных волос. Вроде бы видно. Кстати, в жизни больше похоже на светлый-светлый блонд. На камере более серый. А почему этот парик Dead Inside версия первого? Потому что, типа вот. И знаете что? Я только сейчас поняла, что это, ну, буквально, типа две сестры. Или две моих личности. То я хочу одеваться вот так, то вот так. Реально, я когда заказывала, об этом не подумала. Прикольно. Но тут, кстати, такой светлый блонд, а тут более серый. Ну и тот более кудрявый. Шапочка у него, кстати, вот такая. Сейчас будем мерить. А вот и последний парик на мне. Мне сейчас нужно немножко торопиться, потому что у меня садится батарейка на камере. Вот. Так что вкратце скажу, этот парик мне очень нравится. Вот этот градиент на челке. Не знаю, мне кажется, без градиента на челке такие парики бы выглядели не очень. Ну, кому как. Кстати, черный тут на концах прям черный-черный. Не такой натуральный, как на прошлом. Но тут он как бы и не нужен. Тут, кстати, челка как будто немножко по гусе, либо она немножко по-другому сидит. Мне очень нравится реально этот парик. По-моему, даже мне больше идет, чем другие. Ну, по крайней мере, формы прически. И скажу как итог, мне все парики прям очень понравились. У них супер качественное волокно, матовое, не блестящее. По густоте все хорошие, все не помятые, все хорошо упакованные. И, ну, в общем, они классные и качественные. Футболка, кстати, забыла упомянуть, на ощупь она очень приятная, но все же синтетика, я думаю. Но на ощупь приятная, в принципе, носить можно. Так, швы, ну, швы вроде бы нормальные. Поэтому обязательно заглядывайте к ним на сайт. У них очень много париков, вообще всяких разных цветов, расцветок, фасонов, короткие, не короткие. В общем, смотрите.